Здравствуйте, друзья! Есть такой российский блогер и пропагандист Юрий Подоляка. Он достаточно популярен. В соцсетях у него миллионы подписчиков. В первые дни войны он рассказывал своей аудитории, что украинская армия уже разгромлена. Российские войска вошли в Сумы, Харьков, Одессу, а Киев окружен. Ну и, конечно же, как мы все уже знаем, это все оказалось ложью. Но после того, как выяснилось, что Подоляка врал, количество его подписчиков не только не уменьшилось, но и наоборот выросло еще больше. Ну то есть как бы люди понимают, что им лгут, но все равно продолжают смотреть, а Подоляка продолжает им врать. Сейчас он уверяет свою аудиторию, что Россия вот-вот присоединит к себе захваченную Херсонскую и Запорожскую области. Еще с весны российская пропаганда рассказывала, что там планируются референдумы, вот они в сентябре состоятся, и тогда Россия уж точно присоединит эти территории, заберет их себе. Уже наступил сентябрь, никакого референдума нет. Понятно, что он даже не готовился. И в обозримом будущем, конечно, его не будет, потому что никакой подготовки даже к имитации референдума нет. Тем не менее, Подоляка продолжает врать своей аудитории, что Россия присоединит Харьковскую область, из которой она только что благополучно сбежала, что Россия присоединит к себе Одессу и даже Киев. Надо только немного подождать. Рано или поздно все это закончится тем, что все освобожденные территории, а я абсолютно уверен в том, что мы рано или поздно освободим не только Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, но и Киев, и даже дальше пойдем на запад, все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации. Но самое интересное дальше. Юрий Подоляка уверяет своих подписчиков, что в случае присоединения к России уровень жизни в украинских городах вырастет до уровня российской глубинки. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации. С постепенным повышением уровня жизни населения этих территорий до уровня российской глубинки. Да-да, они на полном серьезе предлагают нам в качестве привлекательного образа будущего уровень жизни российских задворок. Ну, спасибо. Знаете, вот Харьков и Одесса просто не могут дождаться. Они только и мечтали, когда же они начнут жить, как Сызрань или Чита. А мы в Киеве, знаете, мы просто мечтать не могли, что однажды, когда-нибудь мы дорастем до этого уровня жизни. Вот просто представляете, какой уровень знаний об Украине у этих людей, если они пытаются нас привлечь на свою сторону такими обещаниями. Даже по официальным данным российской статистики, подчеркиваю, да, не украинской, а российской, которую публикуют российские СМИ, уровень жизни в российской провинции соответствует примерно уровню жизни в беднейших странах Африки. Это вымирающие, нищие территории, где царит пьянство и упадок. Сами русские жить в своей глубинке не хотят. Они сами убегают из этих регионов в Москву, Петербург или там куда-то за границу, но факт тот, что оттуда они уезжают. Российская провинция стремительно вымирает. Это видно по всем официальным данным. Достаточно посмотреть просто репортажи самих российских журналистов, чтобы увидеть, в какой разрухе и грязи эта российская глубинка живет. У нас даже в бедных областях Украины такого нет. Еще в 2014 году, когда российские военные впервые приезжали в только что захваченный Донецк, они уже тогда удивлялись, насколько ухоженным и успешным выглядит этот украинский город. И сами же вот эти российские военные признавались, что Донецк выглядит намного лучше тех городов, откуда приехали они. Хотя боевые действия идут в Донецке, а там, откуда они приехали, никакой войны как раз нет. В центральной части России такого и не встретишь. Мой первый день в Донецке, я приехал сюда, мой первый день. Странно, война вроде здесь, но разбитым выглядит город мой. И вот теперь даже российская пропаганда не может придумать ничего лучше, чем обещать жителям Харькова и Одессы уровень жизни российских помоек. Представляете, просто вот уровень профессионализма человека,
который сочинял эти месседжи. Знаете, я вот давно говорю, что не нужно никакой антироссийской пропаганды. Лучшая антироссийская пропаганда – это, собственно, сама российская пропаганда. Вот надо просто жителям Харькова и Одессы показать вот эти вот фрагменты, да, из выступления Подоляки, чтобы они просто поняли, к чему им готовиться, то есть какое будущее для них уготовили россияне. То есть им на полном серьезе обещают, что они будут жить как какие-то бедные городишки из российской глубинки. Поделитесь этим видео, я очень хочу, чтобы его посмотрели и в Харькове, и в Одессе, и в других городах, и на Донбассе, на который претендует Россия, чтобы просто все знали, что Россия уготовила для этих несчастных людей. Ну и подпишитесь, конечно же, на канал, потому что, как видите, здесь звучит правда о том, что Россия творит на территории Украины, и о том, что Россия еще только собирается с нами сделать.